Добрый день, мои дорогие любимые подписчики. В общем, мне попалась вчера ролик какой-то про суперэмпатов, и я поняла, что я суперэмпат. Я думала, что я просто эмпат, а я, оказывается, суперэмпат. И в этом ничего хорошего, оказывается, нету. Потому что я вживаюсь в любое горе, в любую боль человеческую. С родственников, не родственников. Я прям все, я начинаю это проживать. А сейчас просто я смотрю вот эти вот практики все, да, и там же все основывается на твоих ощущениях, чтобы ты, если ты, допустим, ну, там что-то хочешь, то ты должен это прям прочувствовать, прям ощутить вот это, да, эмоцию вот эту прожить ты должен. И я всегда проживаю вот эти вот эмоции горя какого-то за всех. Папа болел, плохо видел. Я вот как это плохо видеть. И я вот это вот ходила, как это плохо видеть. Мне было стыдно, что я здорова. Вообще, мне дочь говорила: мама, ты что-то о чем говоришь-то? Я говорю: не знаю, представляешь, вот мне вот так стыдно перед ним, что я хожу здоровенькая, а он болеет. А у нас была такая история. У нас была на работе сотрудница Галя. Такая женщина классная вообще, позитивная такая. И вот у нее дочка развелась с мужем, и у них было двое детей у нее было. И вот эта дочь уехала в Турцию на заработки, а Галя осталась вот с этими внуками двумя. Она их вырастила, можно сказать. Ну как? Ну да. Айгуля, я не знаю, не помню, года 3, наверное, в Турции работала, может больше. И Айгулька погибает там на Новый год. Я не помню, на какой Новый год. И вот мы приехали к Гале. Она говорит: берегите своих девочек. И я, представляете, вот сразу все на себя приняла. Как это дочь потерять, как это. И вот настолько, блин, я вжилась вот в эту роль. И не могла вообще долго из этого состояния выйти. А потом Галя умерла ровно через год и месяц после дочери. У нее обнаружилась онкология, и она умерла. Вот. Но когда она похоронила дочь, приехал бывший зять и забрал этих внучат. Старшей внучке было уже лет 12-13, наверное, младшему было лет 10. И они ни разу Гале не позвонили. Ни разу. Отец запретил, типа, да. И мы ходили все и говорили: как так можно? Они же уже взрослые. По крайней мере, внучка, она же уже взрослая, она же может как-то где-то найти способ какой-то позвонить. И вот. И я вот эту ситуацию, я настолько прожила, настолько прочувствовала, да. И потом, когда мой зять заблокировал моих внуков, и мне кто-то говорит: ну они же могут на тебя как-то выйти, Ян же уже взрослый. И я такая говорю: ну да, у Гали тоже были взрослые внуки. Но они же не вышли. И мне говорят: не проводи аналогию с Галей. И вот тут меня как шарахнуло. И я думаю, точно, у меня все получилось, как у нее. Вот так же. Представляете? Вообще нельзя никогда вот так вживаться. Почему мы не вживаемся в радость какую-то? Вот кто-то что-нибудь там купил, машину, там, квартиру, да, ну ты точно так же вживись в это состояние, порадуйся вот так же, да. Не, мы тут не радуемся, за других мы не радуемся и вжиться туда не можем. Почему-то мы не можем, я не могу, я не знаю, как кто-то. А вот любое горе, блин, все, я вот так ухожу в него прям. А папа у меня болел. Ой, папа, короче, у меня мама умерла, и папа умер ровно через 2 недели после мамы. Ровно прям через 2 недели. Но мама, если ушла вот так вот в благодати, в какой-то, да, она же говорит: какая благодать. А папа, он, короче, я ночью уже уснула, а он вот так вот меня будет, я вот так: не дай мне умереть, не дай мне умереть. И я его вызвала скорую, вызвала брата, мы с ним, значит, сидим, его там тоже тихо. И все.
И после того, как у меня умер папа, у меня началась жуткая, не депрессия, а уныние. Я в унынии ходила. Почему? Потому что он был не крещеный. Мне никто не подсказал, что его можно покрестить, привести бабу, дедушку, батюшку, бабушку, дедушку, батюшку можно привести. И я, естественно, никого не привела, да сама, потому что вот, интернет есть, все есть, на, посмотри там это. Почему я так на этом зациклилась, я не знаю, потому что я я человек верующий, но не религиозный. Я религию не совсем понимаю, честно говоря. Богу верю, Евангелие читаю, вот это я все это. А вот именно церковь меня не этот, как сказать, не чувствую я там ничего, короче, вот так скажем. И потом, значит, когда папу похоронили, и я пошла в церковь, говорю, можно ему заказать вот 40 уст, там, то есть они говорят, не, он не крещеный, потому что. И они, знаете, что мне говорят? Они сказали, он не крещеный, и он не попадет в лучшие миры. Вот так сказали они мне. Я говорю, почему? Ну как? Он же не крещеный. Я говорю, ну и что? А мусульмане, а буддисты, они тоже не крещеные. Ой, у них там, говорит, свое. Я говорю, а что они там по верам, по религиям мы там делимся? Ну, они тут объяснить ничего мне не смогли. Вот. И после этого все у меня вот тут вот все, папа попал в не лучшие миры. И все. И я настолько зациклилась на этом. Я год ходила в унынии. Год. Вот родители у меня в 23-м году умерли. До 24-го года я ходила вот такая вся в унынии. Потом я уже поехала в 24-м году в феврале к дочери в Пекин. Я там у нее побыла. И в мае ей ставят диагноз вот этот вот, онкологию. И вот это тоже, короче, как получается, а тебе нравится уныние? На тебе еще больше. На. Так что никогда не унывайте ни при каких обстоятельствах, потому что вы все притянете к себе еще больше какого-то уныния, какого-то проблем каких-то. Вот. Все рассказала. Целую, обнимаю. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Извините, если кого обидела по поводу религии, но это мое личное ощущение, восприятие вот это. Да, Всевышний есть. А вот то, что религии, вот эти вот поделены все люди на религии, на разные, мне кажется, как-то это люди сами придумали. Это мое личное мнение. О, сейчас меня закидают помидорами, наверное. Ладно. Вытерплю.